Здравствуйте, уважаемые видеоблогеры! У нас сегодня происходит замена винцов. Замена винцов на высоту 2 метра. Поднимаем дом. Соответственно, высота метр идет от ленточного фундамента. От ленточного фундамента. 20-ка брус будет здесь. 200 на 150 здесь. И вот уже заменены 3 винца полностью. Соединены между собой, соответственно, скобами. Выпилили замки. Брус приехал пропитанный. Давайте я вам покажу сейчас вид из-под дома. Вот таким вот образом выглядит подъем дома и с видом из-под дома. Высота метр. Высота метр. Ребята сейчас на обеде. Я решил показать вам, какой можно сделать цокольный этаж под домом, не меняя фундамента при существующем ленточном фундаменте. Дом будет разделен на 3 помещения внутри цокольного этажа. В этих специальных выемках будут двери. Одна дверь, проходная дверь и 3-я дверь. Вот такими вот домкратами поднимается дом. Поднимается дом равномерно. Есть техника безопасности поднятия дома. При подъеме дома сначала поднимается одна из сторон. В данном случае это вот эта сторона. Вот эта сторона по 2,5-5 сантиметров. Затем поднимается середина дома. Середина дома, поскольку несущие балки середины были выше, чем нижний венец обвязочного бруса, пришлось отдельно конструировать вот такую большую пирамиду. Она будет заменена впоследствии при монтаже. Вот. Таким вот образом выглядит подъем дома из-под дома. Существующий фундамент армированный, разбивались специальные отверстия для установки домкратов, которые впоследствии, после того как закроется брус, будет дом поддомкрачен и вытащен, да, соответственно, спущен домкрат и вытащен из-под дома. Это потребуется забетонировать потом. Эта сторона дома уже полностью поднята. Это высота около метра. Вот такой вот высоты домик. Если решите сами своими руками делать, соответственно, подъем дома, очень важно соблюдайте технику безопасности. Во-первых, не подсовывайте руки при подъеме, соответственно, под бруса нижние. Во-вторых, не оставляйте обе стороны дома на домкратах, иначе дом у вас может попросту уехать в сторону. Вот, обязательно опирайте его на опорные блоки. Соответственно, высчитывайте с помощью размеров вот этих вот досочек, высчитываете высоту, вот эту высоту. Сначала поддомкрачиваете одну из сторон, несущую в данном случае, да? У нас были перекрытия выше, поэтому мы выбрали вот эту сторону и с той стороны. Сначала поддомкратили с этой стороны на 5 сантиметров, проложили дистанционные прокладки. Затем перешли на другую сторону, спустили предварительно домкраты, оставили дистанционные вот эти прокладки под опором. Перешли на другую сторону поддомкратили. Домкраты обычно используем мы 30-тонные. При этом подъеме, ну я вам уже показывал, еще пришлось отдельно опоры ставить под середину дома, поскольку там лестница. Здесь вот такая небольшая веранда, второй этаж, соответственно, мансардный, полностью брус профилированный 150 на 150 и ленточный фундамент метр цоколь. Вот эти окна, о которых я вам говорил, будут служить впоследствии дверьми входа с 2 сторон в цокольный этаж. Вот таким вот образом заменяются винцы. Также эту работу можно производить при ремонте фундамента или замене фундамента на винтовой с помощью 2-тавровых балок. Важный нюанс при принятии работы: обратите внимание на пропитку замков бруса и на соединение, соответственно, скобами.
Специалисты нашей компании сейчас на обеде. Здесь, соответственно, происходила распилка бруса. Вот такой вот домик по высоте, с мансардным этажом, с балконом. Для заказа подъема дома обратитесь по телефону 988 20 58 или подробности уточните нас через сайт на обратной контактной связи glавsвай.ру.